Летнее солнце стояло высоко над бескрайними таежными лесами. Теплый воздух пах хвоей, сухой землей и цветущим разнотравьем. Для Артура этот день должен был стать идеальным завершением недели. Заядлый любитель мотопутешествий и уединения, он выбрал для своего маршрута старую полузаброшенную грунтовую дорогу, петляющую среди густых стен молодых сосен и берез. Под колесами его верного эндуро-мотоцикла Yamaha Tenere шуршал гравий, а мотор привычно и ровно урчал, унося его все дальше от городской суеты. Артур любил эту дикую глушь за ее непредсказуемость и первозданную красоту. Однако он даже не подозревал, какой урок преподнесет ему природа в этот раз. Дорога плавно уходила вперед, когда за очередным поворотом парень заметил движение. Посреди узкой просеки, величественно переставляя длинные ноги, шел огромный лось. Животное выглядело монументально. Темно-коричневая шерсть лоснилась на солнце, а мощная холка выдавала невероятную силу дикого зверя. Артур, вместо того, чтобы заглушить мотор и остановиться на безопасном расстоянии, поддался любопытству и продолжил медленное движение вперед, надеясь получше рассмотреть лесного великана. Это было его первой и самой главной ошибкой. Лось, почувствовав приближение шумного металлического объекта, резко остановился. В дикой природе сокращение дистанции воспринимается как прямая угроза или вызов. Животное не собиралось уступать свою территорию. В долю секунды огромный самец развернулся всем телом навстречу мотоциклисту и, низко опустив голову, бросился в стремительную атаку. «Оу!» — только и успел выкрикнуть Артур. Скорость, с которой массивная туша сорвалась с места, была поразительной. Парень инстинктивно нажал на тормоза и попытался выставить руки вперед, но остановить такую лавину было невозможно. Лось с разбегу врезался в переднюю часть мотоцикла. Удар был сокрушительным. Тяжелый байк вместе со своим седаком отлетел в сторону и повалился на обочину, а сам Артур кубарем покатился по гравию, больно ударившись о землю. Лесной хозяин, посчитав угрозу временно устраненной, скрылся в густых зарослях на противоположной стороне дороги, оставив после себя лишь облако оседавшей пыли и оглушительную тишину, нарушаемую лишь тиканьем остывающего мотора. Артур лежал неподвижно несколько секунд, приходя в себя и оценивая повреждения. Защитная экипировка сослужила хорошую службу, кости были целы, хотя плечо и бок отозвались острой болью. Сердце бешено колотилось в груди, выбрасывая в кровь огромные порции адреналина. «Нет, нет, нет, нет!» — тяжело дыша прошептал он, приподнимая голову и оглядываясь по сторонам. Дорога была пуста, лося нигде не было видно. Парень поднялся на ноги, отряхнул испачканные в пыли перчатки и подошел к лежащему на боку мотоциклу. Верный байк выглядел потрепанным, из сумок высыпалась часть вещей, но в целом конструкция выдержала удар. Артур вздохнул с облегчением, решив, что инцидент исчерпан, и испуганный зверь убежал в чащу. Он наклонился, ухватился за руль и приготовился поднять тяжелый мотоцикл. Но лес умеет хранить свои секреты. Лось не ушел. Он затаился в густом малиннике всего в нескольких метрах от обочины, внимательно наблюдая за действиями человека. Стоило Артуру потянуть байк вверх, как за его спиной раздался характерный треск ломающихся веток и тяжелое, хриплое сопение. Парень замер. Чувство опасности сковало его тело. Он медленно обернулся и похолодел. Из зеленой стены кустарника на него снова несся тот самый великан. Времени на размышления не оставалось. Лось не просто отгонял чужака, он защищал свои владения с яростью хозяина. «Назад! Назад!» — закричал Артур, бросая мотоцикл и бросаясь на утек. Второй таран пришелся прямо по упавшему байку, а разъяренное животное продолжило преследовать человека. Понимая, что на открытой дороге у него нет шансов перегнать лесного спринтера, Артур принял единственно верное решение.
Он прыгнул с насыпи прямо в гущу леса, надеясь, что частые деревья станут для него естественным щитом. Продираясь сквозь колючие ветки елей и цепляясь ногами за поваленные деревья, парень буквально вжимался в землю. Он полз на животе, пятясь назад и стараясь уйти как можно глубже в лесной массив. Лось, несмотря на свои огромные размеры, продвигался за ним с пугающей легкостью. Треск сучьев над головой Артура становился все громче. Парень забился под развесистые лапы старой ели и замер, стараясь даже не дышать. Лось остановился всего в паре шагов. Артур видел сквозь просветы веток его массивные копыта и длинную морду, увенчанную грозными рогами. Животное шумно втягивало воздух, пытаясь обнаружить притаившегося нарушителя спокойствия. В этот момент Артур осознал, насколько хрупка человеческая жизнь перед лицом первозданной природы. Любое резкое движение, неосторожный вздох или шорох могли спровоцировать очередную атаку, которая в этих условиях стала бы роковой. Парень сжал кулаки, заставил себя успокоиться и укротить бьющий через край испуг. Лес вокруг словно замер вместе с ним, погрузившись в напряженное, звенящее ожидание. Прошло несколько долгих, мучительных минут. Лось медленно повернул голову, еще раз осмотрел чащу своим тяжелым взглядом и, решив, что поверженный враг больше не представляет угрозы, неторопливо зашагал вглубь леса, скрываясь среди стволов деревьев. Убедившись, что шаги зверя окончательно стихли, Артур решился пошевелиться. Каждый сустав его тела отозвался ноющей болью, но сознание того, что худшее позади, придало ему сил. Он медленно выбрался из своего убежища, цепляясь руками за стволы молодых берез, и направился обратно к дороге. «Ладно, ладно. Мне очень жаль лося». Хриплым, срывающимся от пережитого стресса голосом, произнес он вслух, словно обращаясь к самому лесу. «В следующий раз я просто остановлюсь. Я больше никогда не буду ехать за лосем». Когда Артур вышел на дорогу, его взгляду предстала безрадостная картина. Мотоцикл лежал в пыли, а вокруг были разбросаны вещи. Однако байк завелся, а это означало, что парень сможет выбраться отсюда самостоятельно. С огромным трудом, превозмогая боль в плече, он поднял тяжелую Ямаха Тенере с земли. Установив ее на подножку, Артур принялся собирать раскиданное снаряжение, постоянно оглядываясь на лесную чащу. Теперь каждый шорох заставлял его вздрагивать. Садясь за руль и запуская двигатель, парень чувствовал глубокое раскаяние. Он понимал, что сам спровоцировал эту ситуацию своей беспечностью. «Я действительно прошу прощения у лося». «Я не хотел причинить ему вред», — тихо сказал он, трогаясь с места и разворачивая мотоцикл в сторону дома. Этот день навсегда врезался в память Артура. Он возвращался назад не просто искателем приключений, а человеком, который выучил один из самых главных законов дикой природы. Человек в лесу — лишь гость, и уважение к его истинным хозяевам — это не просто вежливость, а залог выживания.